Обновление 9.7 подарит очень много нового. Любопытным — новые танки. Амбициозным — рейтинговые схватки в командных боях. Эстетам — качественные модели. Всем новую версию Big World и карту Overlord. А теперь смотрите подробности в обзоре обновления. До обновления 9.7 в дереве развития французской техники все было аккуратно, но скучновато. По ветке на каждый класс техники и всего один переход. Теперь появились другие интересные варианты. Легкие танки можно начать изучать через две новые машины — FCM-36 или Renault R35. После H-35 начинается альтернативный путь к тяжелым танкам. По сравнению с хорошо знакомыми машинами Samuo S-35, SARL-42 и Renault G1 более динамичные. Последние две новинки обосновались в самом конце ветки средних танков. И это вишенка на торте. Знакомьтесь, альтернатива Лорейну и Батчато, AMX-30 прототип и AMX-30B. Главное отличие новых машин от старых — у них нет барабана заряжания. Эти танки похожи. AMX-30B развивает идеи, заложенные в предшественника, поэтому обладает лучшими характеристиками по многим параметрам. Что логично, когда речь идет о технике 9 и 10 уровней соответственно. Их вооружение очень сильно напоминает немецкое. Орудие очень точное, с высоким разовым уроном, бронепробитием и скорострельностью. Урон в минуту сопоставим с одноклассниками. В общем, пушка замечательная по всем параметрам. К плюсам новых французских танков можно отнести углы вертикальной наводки. Они позволяют прятать корпус за складками местности. Чем AMX-30B и его прототип похожи на привычные французские машины, так это динамикой, она хорошая, и броней. Ее почти нет. По совокупности характеристик это бойцы средней и дальней дистанции. Благодаря своей подвижности они легко могут занимать хорошие позиции и вести оттуда огонь по сопернику, а потом быстро уехать, если он подберется слишком близко. Все-таки в ближнем бою AMX-30B и AMX-30 прототип слишком уязвимы. Еще новости о технике. Появились новые, более подробные и качественные модели танков ИС-4, Е-100, Jagdpanzer Е-100, Panzerkampfwagen 4 модель H и LC AMX. Случилось долгожданное пополнение в советском парке премиум машин. Средний танк 8 уровня Т-54 образца 1944 года. Он был разработан на базе Т-44. Конструкторы использовали многие узлы и механизмы этого танка, но внесли изменения, чтобы усилить броню. Орудие танка типичное для советских машин. У него хорошая скорострельность. Точность и бронепробиваемость лучше всего подходят для боя на ближней дистанции. Успешно реализовывать эту теорию на практике помогают скорость и бронирование. По сравнению с Т-44 машина не такая динамичная, ее максимальная скорость меньше, но все равно это достаточно быстрый танк. Для него нет проблемы обойти противника с фланга или заехать в тыл. Толстый лоб корпуса и башни — заметный плюс прототипа Т-54, при этом броня располагается под хорошими углами. Благодаря усиленной защите Т-54 первый образец очень хорошо подходит для ближнего боя. Броня держит удар даже от танков уровнем выше, и если постоянно двигаться, жить можно долго, а наносить урон регулярно. Дальше в обзоре. Мечты сбываются. У World of Tanks появился ладдер. Новая версия Big World, что с этого простому игроку. И обзор новой карты Overlord. Итак, после обновления 9.7 в игре появился ладдер. Это новый режим командных боев. В нем соперники подбираются в зависимости от рейтинга, но не личного, а всей команды как единого целого. Поэтому игра идет между приблизительно равными по силе противниками. Победа в ладдере приносит рейтинговые очки, а также дополнительные кредиты и особые знаки отличия. Как это все будет работать и другие подробности о ладдере смотрите в специальном видео. А сейчас продолжим об изменениях в игре. Движок игры Big World обновлен до версии 2.8.1. Прямо сейчас каких-то эффектных изменений не произойдет, но это позволит оптимизировать некоторые компоненты игры, а также создаст базу для разных нововведений. Было доработано и исправлено множество мелких деталей. Например, переработаны следы попаданий и пробитий, исправлены мелкие недоработки интерфейса, добавлено масштабирование его элементов для поддержки больших разрешений и так далее и тому подобное. Многим артсау на 30-50 метров уменьшен обзор. В укрепрайонах теперь можно использовать боевые резервы в вылазках абсолютного формата. Перейдем к новостям картостроения. На карте Live Ox произошли два крупных изменения. Стал больше город, теперь это единое целое, а подъезд к нему одинаково безопасен для обеих команд.
На другом конце карты возле железной дороги стало больше места для маневра. Область расширили, чтобы обеспечить баланс сторон. А теперь встречайте новую карту — Оверлорд. Это прибрежная часть Нормандии, где 6 июня 1944 года высадились союзные войска. Карта не повторяет какую-то конкретную местность. Скорее, это собирательный образ, который передает атмосферу того места и времени. Море, утесы, небольшой уютный город. Весь пляж уставлен противотанковыми ежами и увит колючей проволокой. На прибрежных скалах стоят бетонные орудийные позиции и доты. Они смоделированы на основе реальных огневых точек Атлантического вала. Вообще, специально для Оверлорда дизайнеры разработали 50 новых объектов. В плане геймплея карта интересна тем, что на ней задействована вся доступная территория. Места для ведения боевых действий достаточно, но можно выделить 3 направления, у каждого из которых свои особенности. С левого края идет широкий пляж с разными укрытиями. При потере этого направления соперник легко прорывается в тыл и на базу. Центральная область идет четко от берега до мельницы. Здесь 3 уровня. Возле мельницы можно отлично засветить разъезд противника, а скалы под бункерами — хорошее место для столкновения тяжелых танков. От мельницы и до края карты располагается самая обширная область. Это поле с небольшими заросшими насыпями. Их можно использовать самым разным образом, для засады ПТ или пассивного света, например. Но самое главное, за насыпями не видно перемещения танков. Эта местность отлично подходит для прорыва с фланга на быстрой технике. Оверлорд — это что-то противоположное Химмельсдорфу. Очень открытая просторная карта, на которой ты сам решаешь, куда и как поехать. На этом все. Удачи в бою!